такая штучка. Да, Теперь есть. звук есть. Ну что, теперь звук есть. Давайте начнем теперь со звуком. Как известно, Бог любит Троицу. Давайте напишем, есть звук или нет. Все, есть звук. Звук появился. Ура, ура. Даша, здрасте. Ура. Ура, звук есть. Ну что ж, давайте еще раз. Итак, я сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы и начну я все же с вопросов, которые вы задали в моей Facebook-группе, которая называется Дуйко Кайлас РТ. Наталья Мамалыга, дети с апреля находятся в Болгарии, соскучились, приехали домой, Теплодар. Стоит вернуться в Болгарию или можно остаться дома? Можно остаться дома, уже ничего такого угрожать им не будет. Вероника Токарева, сводит очень сильно пальцы на стопах, рентген показал небольшие проявления артрита. Уберите кофе, кушайте как можно больше горечи, пусть это будет горчица хрен, чтобы это было в рационе питания. Не ешьте сладкое, ногу смазывайте камфорным спиртом, делайте это 2-3 раза в день, ногу обязательно грейте. Из народных способов помогает, нужно взять картофель в кожуре, сварить его и после этого слить жидкость и эту жидкость принимать. 1 стакан 1-2 раза в день. Также употребление большого количества витамина С в большой дозировке 1000 мг 1-2 раза в день даже может помочь убрать артриты в случае, если они имеют такую первоначальную форму. Артрит может иметь разные формы, подагрический, может быть аутоиммунный и так далее. Задайте мне этот вопрос во вторник, я более подробно об артритах расскажу. Оксана Хабирова, подскажите эзотерический метод, как утихомиривать гиперактивного ребенка, когда он вошел в раж. Я уже говорил, что такие дети называются адреналиновыми. Помочь таким детям поможет минерал магний и витамин В6. Купите 2 этих препарата, магний и В6. И давайте ребенку это утихомирит. Обычно это либо недостаточность кальция, либо недостаточность магния, либо недостаточность йода. И 1, 2, 3 препарат продается все в аптеках. Покупаете детский йод или там препарат с содержанием йода и начинаете давать ребенку там препарат с йодом, препарат с кальцием и препарат магнием и витамином В6. И ребенок будет спокойный, теплый, хороший, начнет расти. Лідія Рознякова. Як вийти із стану лабіринту? Фізично все розумію, а фізичний стан такий, ніби тіло спить, душа болить і подолати самотужки не можу. Знаходжу ніби в якому коконі, надію на вашу пораду. Существует 6 экспериментальных эзотерических методов, которые могут помочь убрать вот такие тяжелые состояния. Именно из-за этих методов я сегодня решил провести данное видео или записать данное видео. Как выйти из вот таких состояний? Первое. Обычно, когда появляются вот такие состояния, они эзотерически обозначены или обусловлены накоплению негатива в груди или в сердечной чакре. Первый метод, который необходимо использовать, это представлять, будто в центре вашей груди, прямо внутри вашего тела, там где находится сердце, или просто в центре груди находится большая чаша, или большой стакан, или красивый поднос. Можно поздороваться, иди поцелуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну все, бегите. Ну, у тебя в кадре будет? Да, выходите. А мы хотим выходить. Потом. Светите. Ну, занял. И представить, будто вы в данной чаше, такой красивую представляете, это чаша, где находится или хранится перед Богом ваша душа. Представьте, будто в данной чаше находится деготь. Вот этот деготь, это ваша боль душевная, это боль физическая. Представьте, будто вы этот деготь прямо бумагой или тряпочкой стираете и вытираете. Вытираете и тряпочку эту вот так прямо делаете, и тряпочку сбрасываете, вновь так делаете, тряпочку сбрасываете. После чего мысленно представляете, будто там в груди, где находится данная чаша, вы наливаете мед, и вы этот мед должны почувствовать так, как будто вы чувствуете его вкус. Это заменит ваше состояние апатии, заменит на состояние ровности и тепла.
Далее, второе, что необходимо делать. Вы правильно написали, как будто вы в коконе находитесь. Это очень правильное и разумное понятие вещей. Второе, представьте, будто вы находитесь обмотанными в вату, и представьте, будто вы эту вату от себя отрываете и отбрасываете. Это лучше всего делать перед огнем. Третье, для того, чтобы убрать у вас то, что тело болит, представьте, будто вы изо рта своего вытягиваете нити, а нити эти связаны у вас с тем местом, где у вас что-либо болит. Ну и используйте мои слоги или слога, я о них уже раньше говорил, от душевной боли. Это слог припутав, тряв, сык и кыстеплову. В случае, если сустав болит, используйте мой слог нам на вдохе и тха на выдохе. Таким образом сможете себе помочь. Пусть у вас все получится. Сегодня я прямо написал такую статью. Она находится на моем сайте duiko.guru. И эта статья называется «Как снять порчу из глаз. 5 уникальных упражнений». Они помогут каждому человеку. Забыл сказать, очень часто у человека это все связано с апатией, потерей будущего, с тупиком, с тем, что он уже не знает, что делать, руки опускаются. Оно понятно, сейчас мы находимся в очень тяжелом таком состоянии, находимся во времена войны. И человек, конечно, сталкивается с тем, что большое количество данной информации приводит к тому, что у человека опускаются руки, он ничего не хочет, и это все называется тупик. То есть человек считает, что он должен дождаться окончания войны, только после этого что-либо делать. Я хочу вас заверить, что во время войны можно заниматься делами, можно заниматься всеми своими делами, можно работать, можно кому-то чем-то помогать и так далее. Но как не окунуться или как не зависнуть в этом состоянии? Ну, первая эзотерическая практика — это выпускание голубей. Нужно представить перед собой или своим телом, будто находится клетка, особенно возле груди. Представлять, будто вы ее открываете и вот так 2 руками выпускаете голубей. Или представляете мешок с голубями и выпускаете этих голубей. Если их вот так выпускать ежедневно, то вновь появляется желание, надежда, вера. Все появляється. Не маю бажання виїжджати із рідної країни та із рідного міста, але моє місто найсильніше по енергетиці у всьому світі має енергетичний захист. До речі, після перемоги запрошую вас з родиною відвідати наше дуже цікаве місто Біла Церква. З удовольствием. Я многократно бывал в Белой Церкви, мне очень нравится, не нужно торопиться уезжать из Белой Церкви. Если вы не боитесь взрывов, они скорее всего будут еще и в Полтаве, и в Белой Церкви, то можете находиться, таких активных боевых действий в Белой Церкви происходить не будет. Людмила, рідненька Херсонська область окупована, чим мені займатися, щоб заробити, немає в нас можливості виїхати з повагою Людмила Вайнагій. Смотрите, можно готовить какие-то продукты питания, можно там что-либо закатывать, можно кому-то помогать, кто болен и кто прикован к постели. Сейчас в Херсонской области есть много людей, у которых родня находится в одном месте, а они находятся в другой, и там необходимо помочь. Там, с больными детьми, с больными этими родственниками, ДЦПшными и так далее. Нянечкой работать и так далее. Это все необходимо, ищите такую работу. Можно устроиться, чтобы подметать, убирать, готовить, есть, помогать по хозяйству. Ищите, сможете найти. Валерия. Безопасно ли будет находиться в Кировоградской области, в Александрии до окончания войны? Да. Еще один вопрос. Узаконим ли мы отношения с мужчиной Николая, или будем в гражданском браке? Узаконите. Я проживаю, Лариса Савельева, проживаю в Днепропетровской области, Павлоградский район, Межиричи. Вопрос, будет ли временно оккупирована моя территория? Скорее всего, да, и вам нужно из этого места на время выехать. Анжела Николенко, подскажите, пожалуйста, что ждать в Одессе? Можно ли оставаться? Думаю, в Одессе оставаться можно. Я думаю, что вот такая сильная, такая активная фаза военная, она закончится уже, ну, где-то в 20 мая. И уже будет на затихание идти. Андрей Андреевич, хочу уехать за границу, говорит Лариса Лесик. Работай няня по уходу за ребенком. На данный момент нахожусь в Броварах. Работы нет. Стоит ли ехать? Стоит.
все получится, будете счастливы. И Анна Санрайз, ученица ступени. Помогите с женихом, расторгла свадьбу, но продолжаем общаться. Безумно тянет друг к другу. Будем ли мы вместе и получится ли у него добиться материальной независимости? Спасибо огромное. Вам хочется, чтобы я сказал да, но скорее всего у вас не такие яркие прогнозы, как хотелось бы. Ну, видите, мне не очень хотелось бы озвучивать их. Любовь Кудрик. Скажіть, пожалуйста, у мене буде розвиватись бізнес, в якому я зараз, дуже дякую. Будет, но очень медленно. Но если вы настойчивый человек такой, завзятый, впертий, то буде все получаться. Наташа Таша. Здравствуйте, Андрей. Андрей, скажите, стоит ли уезжать на работу за границей, торговля одеждой, все стало. Днепропетровская область, спасибо за ваш труд. Лучше уезжать, да. Наталья Андреевская. Выехали из южной части Николаева в связи с последними событиями. Когда безопасно вернуться домой? К концу мая. Елена Еленина. Очень рада нашим пятничным вебинарам. Подскажите, пожалуйста, как угомонить соседа сверху, который устраивает пьяные гулянки с друзьями, несмотря на военное положение и комендантский час. Предупреждение от жителей он получил. Хочется услышать эзотерический совет. Для того, чтобы там все заканчивалось, сделайте так. Когда вам это мешает, представляете, будто в его квартире, там, где вы представляете, горит свет, тушите этот свет, чтобы света не было. И мысленно их ложите спать. Есть второй вариант. Представляете, будто вы свет потушили и всех обмотали в вату. Когда будете обматывать в вату всех жителей, которые находятся в этой квартире, произносите: вата, чтобы спалось хорошо. Леся Барановская. Если я имею духовное имя после первой ступени, можно ли получить духовное имя лично от вас? Если да, каким образом писать вам лично и все через оператора? Можно и так, и так. И лично, и через оператора. Я есть в Телеграм, часто захожу, можете писать. Лариса Дубиневич. Очень рада возможности. Подскажите, можно ли мне с сыном в августе месяце ехать в Кишинев в клинику, я там лечу зубы? Не будет ли опасно? В августе нет, сейчас опасно. Сейчас нужно бронировать места. Пока нет, не будет проблем с переездом, все в порядке. Но только в августе, ранее нельзя. Ирина Шокола, подскажите, почему на очень большие праздники мама постоянно находит повод для скандала? И не только со мной, до праздника все хорошо. Дело в том, что любой скандал и любые поводы — это отсутствие. Почему человек скандалит? Он требует любви. Именно для того, чтобы он не нервничал. И на празднике он хочет любви, потому что он много в это вкладывает. То есть он ждет праздника и ждет, там, готовит еды какую-то, готовит тарелочки, готовит и считает, что это очень важно для него. И когда такой праздник начинается, нужно максимально уделять внимание такому человеку. Хвалить, говорить, какая красивая, как хорошо выглядит, что вы ее любите, обнимать и так далее. Вот так. Ферман. Моему папе 80, ему сделали операцию простата 8 лет назад. И год назад у него образовалась онкология. Чем ему очень плохо, как лечить? Ну, я не могу в эзотерическом семинаре вам помочь. Есть код, есть шумы такие, называются шум от онкологии. Ну, может помогать. Пусть слушает каждый день. Есть код такой, но он читать не будет. Я на вдохе, хер на видохі. Олександра Сікорська. Дякую за все, що ви робите для людей. Моя сім'я виїхала з-під Києва і зараз проживаємо у Чехії. Так як село розбили на 80%, моя дочка, мама і син готові емігрувати до Канади. Добре нам буде в тій країні, дякую. Оставайтесь в Чехії, вам в Чехії буде краще, ніж в Канаді. Маріна Шаповалова. Як захистити чоловіка і рідних, залишитися в Україні, я правильно визначаю з роботи, коли поряд маленька дитина, 2 дочки. Когда у вас 2 ребенка, то вам все равно чем заниматься, лишь бы деньги платили. Не хватайтесь за то, что вам нравится, а хватайтесь там, где деньги платят. Поэтому ищите такую работу, где нужна прям настоящая физическая сила, за нее платят деньги. Это работа на заводе, работа там на хлебопекарне, работа вот там убирания, приготовления пищи, ну какая-то вот такая работа. Потому что за такую работу можно зарабатывать деньги, а
там визначатись, это вы уже права не имеете, чтобы визначатись, если готовы уже кого-то содержать и кормить. Нужно было визначатись, пока не было еще того, что сейчас происходит. А когда на вас 2 детей, визначатись поздно. Нужно хвататься за любую, которая есть. Инна Раконина, подскажите, будет ли у меня работа на старом месте или искать новую, найду ли я новую работу? И будет на старом, и новую найдете тоже. Как бы сын принял сторону России, на этой почве у нас прям война. Жена русская, живем в Казахстане, в замешательстве, не знаю, как быть в этой ситуации. Послала их всех за русским кораблем, еще и теща масло в огонь подливает. Спасибо за ответ заранее, никого не хочу обидеть, ситуация касается только моей семьи. На сегодняшний день активно используется пропаганда, в которой используется 25-й кадр, в которой используются определенные слова, триггеры, в которой используются определенные звуки, мелькание, мигание, свет. Это военное действие. То есть, когда они используют, вернее, русские системы влияния на человека, используют все существующие методы, включая эзотерические, магнетические, нейролингвистические и так далее. Тот, кто попадает под влияние, кем бы он ни был, где бы ни находился, становится приверженцем России, занимает сторону России и так далее. И это разрушает этих людей. Бесполезно с ними общаться на какую-либо тему, бесполезно говорить. Все, они будут считать, что однозначно они правы. Используются методы, данные методы были разработаны Циркановым и Цвыковым. Это такие были Илурии, это были такие люди, которые разрабатывали вот такие системы влияния на большое общество или большое количество людей с использованием определенных словосочетаний, миганий света, использования там звуков и так далее. Люди становятся самыми настоящими сектантами, и фактически вот такая пропаганда делает из людей, если раньше там забирала у них здравый смысл, то сейчас делает из них сектантов, поклоняющихся самой идее. Поэтому бесполезно с ними разговаривать, это то же самое, как разговаривать с сектантами и так далее. Как общаться с сектантами? Никак не общаться с сектантами, к сожалению, на время нужно дождаться, когда все это закончится, и эту тему и к ней не прикасаться. Скоро я найду человека, которого ищу, спрашивает Марина по Мацалюк. Ну, скорее всего, нет. Ольга Гродникова. В семинаре о талисманах вы говорите, что их нужно заряжать 20-30 дней по 108 раз, начитывая вами мантру. Да, там Ом Марамара Бимана Карамаха Завахум. Если я начитаю ее 5 кругов четок, будет считаться? Да, будет считаться. Спасибо вам большое за все, что делаете. Мы проживаем с мамой 87 лет с мужем и сыном в оккупированном Энергодаре. Где Запорожская АЭС? Скажите, пожалуйста, скоро захватчики покинут наш город. И нужно нам на это время куда-то переехать. Хотя это почти невозможно. Ни через Васильевку, ни через Херсон не выпускают. Внуков от старшего сына невестка уже вывезла. Младший сын с семьей находится в Харькове. Безопасно им там оставаться, да. И еще я мечтаю, чтобы наша семья собралась вместе после победы. Сбудется моя мечта? Да. И вы останетесь жить тоже? Да. И с мужем тоже. И от Энергодара в скором времени отойдут эти войска. Не переживайте, это произойдет где-то уже в первых числах июня. А этот месяц, май, вам придется еще пережить. Зоя Терехова, расскажите, бывают ли те люди, которые не имеют в своем характере такого чувства, как любовь, образно говоря, при рождении? Бог не вложил в них такой функции, или человек всегда может пробудить? Может пробудить, но вы правы, есть люди, которые рождаются без чувства любви, они его не имеют. Обычно определить мужчин или женщин таких несложно. Если человек рождается без любви, то он не хочет семью. Для семьи, чтобы сохранилась семья, любовь нужна. Именно поэтому, если у человека есть внутренняя тяга иметь семью, иметь детей, обожать тех, кто рядом находится, смотреть за родными, за семьей, это человек, рожденный с элементом любви. У людей, у которых нет такого качества, они семьи не хотят, к семье не стремятся, детей не хотят, за детьми не смотрят там, и так далее. То есть это использование, это может ли возбудиться в человеке такое чувство? Оно скорее всего в каждом при рождении есть.
но оно затухает со временем из-за внутренних обид, из-за разочарований, из-за лжи к этому человеку, ну и из-за того, что человек духовно не растет, из-за злости, ну и вот оно плавно может затухать. Каждый человек имеет возможность развить в себе, к любви можно прийти через состояние доброты. Чем больше доброты в человеке, тем больше любви будет. Ингрида Ягзина. У дочери неутешительный диагноз рассеянный склероз. Что можете посоветовать? Спасибо большое. Рассеянный склероз — сложное заболевание. Задайте мне этот вопрос на моем семинаре во вторник, и я с удовольствием помогу вам с назначением препарата. Здравствуйте, уважаємо вчителю, мого чоловіка, брат Рогазов Іван служить біля Маріуполя чи в Маріуполі. Ми не знаємо, вже майже місяць немає зв'язку. Скажіть, чи все з ним добре, хоча б живий? Дякую. Скажіть, будь ласка, моя сім'я проживає в місті Березівка, Одеської області, 90 від Одесі. Хотілося б знати, чи треба виїжджати, чи все буде добре з Одесою. Вам не нужно выезжать, у вас будет все хорошо. Лауман Хелена. Меня интересует мантра, которая имеется при технике со свечой убирания проблем. Идет суд, спор об имуществе. Это первая ступень. Открываете и смотрите. Наталья Павлова. 10 лет назад у меня была операция расширения, экстрипация матки с придатком по Большакову. Спасибо, слава богу, но все 10 лет сопровождают приливы. Принимала разные препараты, онколог, ничего кроме валерианы, эффективность 1-2 месяца снова прилив. В каком-то СНГ, не помню, вы советовали воду из горячих гвоздей. Тоже не помогает. Подскажите, может в ТФ есть препараты? Да, данный препарат называется Климактерикс. Климактерикс. Принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. И вместе или совместно с препаратом Серонтал, тоже по 2 таблетки 3 раза в день. И еще хорошо добавить магний B6. Итак, Климактерикс, Серонтал, магний B6. Каменская, Днепропетровской области. Будет оккупация города? Уезжать или оставаться? Оккупации не будет, но уезжать вам лучше нужно, потому что будут взрывы и там будут такие боевые активные действия. Наталья Викторовна, со светлым праздником, добра вашим. Стоит ли моим сыновьям уезжать из города Мелитополя? Небезопасно ли оставаться в городе? Будет еще боевые действия? Будут, да. Старший хочет уехать в Хорватию с семьей. Если имеет такую возможность, пусть уезжает. Как нам поступить, в голове хаос? Если можно, подскажите. Пусть все по возможности выезжают, чем быстрее, тем лучше. Куда угодно, в самом Мелитополе не остаются. В дальнейшем Мелитополе будут активные боевые действия. Татьяна Алефренко. Можно ли исцелить мои колено? Если да, то как? Глубоко одиноко в семье, не только. В чем причина? Это мое счастье. В первой ступени. Пройдите первую ступень. Скажите, пожалуйста, обряд, который вы проводили месяц назад по забиранию зла и всякой бяки и отдаче жабе войны, сейчас будет работать? Да. Данный обряд работает, и я над этим обрядом работаю тоже каждый день, каждое утро, для того, чтобы он работал. Пользуйтесь, находите его в Ютубе. Что произошло сейчас, когда я начал говорить ребятам, что начало происходить? В телеграм-канале очень много людей, которые находятся из России, начали продвигать тему такую, которая связана с зомбированием этих людей. То есть вы сами себя не бомбите, вы сами на себя напали, знаете, вы сами на себя. Это сегодня было такое выступление в новостях. И там, значит, в новостях говорит народный депутат Российской Федерации, говорит следующие слова. Говорит, мы освободили Мариуполь, и девочка, которая вышла, она рыдала и плакала, и говорила, надо же, наконец-то вы нас спасли. То есть смотрите, как это все выглядит. Российские войска окружили Мариуполь, начали бомбить Мариуполь градами, бомбами и так далее. После этого девочка вышла и сказала им за это спасибо. Странно. Вот это странно. То есть это так выглядит здравый смысл. То есть вот смотрите, на страну напали, но не нападали. Нас бомбят, но не бомбят. Мы это сами делаем. Ну и это все называется самая настоящая пропаганда. Чем отличается Украина от России? В Украине не существует пропагандистских каналов. Сейчас только появились. До этого их никогда не было. Вот так. Ладно, это их дело.
Алла Примак. Мне предложили работу на Укрпочте, что-то связано с листовками. Скажите, мне идти туда работать? Да. По профессии я портной, шью дома, но сейчас мало заказов. Идите, будете, сможете зарабатывать. Потом закончится война и сможете вновь работать как портная. Людмила Шаповалова. Дочка з 2-річним сином виїхала до Києва, до Польщі. Складно з роботою, ще маленький син, садочок 3 років. Та все ж чим зайнятися, в якому напрямку, щоб не гаяти часу, та після війни можна продовжити таку справу. Так пусть приедет сначала, а сейчас они там выживают. Ну пока ни о чем. Пусть приезжает или ей там чем-то заниматься. Нет, пусть приезжает сюда. Вот приедет, потом скажу. Так, переходим на YouTube страницу. Сейчас я открою ее. Так, где тут вы? Прямая трансляция. Светлана. Андрей Андреевич, сердечная благодарность за ваш труд и знания. Подскажите, в Запорожье не войдут орки? Спасибо. Нет, скорее всего не войдут. Добрый вечер, мы рады вас видеть. А я вас. Звук есть, ура. Без запитання, просто рада чути, вельмишановний вчитель. Дякую. Фаніт. Ну, нічого страшного, терпіть. У нас девочка была Татьяна Крылова. Она находилась в Мариуполе все это время. И она вела наш канал, который называется Дуйко Кайлас и РТЕ в Телеграм. И большой канал, там много людей, 20 тысяч человек. И она, как только начались эти все боевые действия в Мариуполе, исчезла. И сегодня вышла и говорит: огромное спасибо вам, Андрей Андреевич. Каждое утро и каждый вечер я вставала с вами и ложилась с вами. И только это оставило меня, человеком. И оставило во мне человечность. Здравствуйте, найду. Ну это бесполезно здесь читать, потому что очень много вы пишете. Есть ли у меня будущее? Да. Витаемо на рівні тайна эзотерика. О, вы перешли. Стоит ли уезжать из Приднестровья? На время стоит. Да, стоит уезжать сейчас на время из Приднестровья. Если делишься ссылками на ваши защитные коды и символы, что в сети с родными друзьями действует. Подскажите, что делать? Андрей Андреевич, спрашивает Роза, скажите, встречу ли я свою половинку в этом году? Нет, скорее всего. Рада вас видеть. Спасибо. Рада вас видеть. Мучает головное боли. Севара 43. Чтобы головные боли... Здесь головные боли, это может быть связано с артритом, с ревматоидными проблемами, с психическими. В вашем случае, Севара 43, это связано с переживаниями. Начните принимать каждый день магний B6, только в большой дозировке, 1000 мг, и ваши головные боли исчезнут. Также возьмите звездочку вьетнамскую и вот так натирайте себе лоб 1-2 раза в день. Я швея, хочу открыть свое дело, но не знаю, заниматься в этой сфере или придумать что-то другое. Получится, можете заниматься. Мы вынуждены были выехать из Харькова. Сможем ли мы вернуться обратно? Сможете. Когда? Аж в середине июня. Так что терпите и ждите, уважаемый старый Вэл. Валентина, в Винницкой области можно оставаться? Да. Анжела Головко, подскажите, уезжать мне в Германию из Днепропетровской области? Если есть такая возможность, уезжайте. Хабюк Валентина, не работает ссылка, где порчи, посмотрите, потом посмотрю. Здравствуйте, скажите, выйду ли я замуж, если да, то когда? Мне 42 года. В течение 3,5 лет. Быстро не выйдете сейчас, но выйдете в дальнейшем. Марина Романько. Добрый вечер. Живы родители Руслана? Да. Алена Грибок. Пока живы. Познакомлюсь ли я с мужчиной для длительных отношений в этом году? Скорее всего, в этом году нет. Здравствуйте. У меня плачевная плечевая невралгия от применения укола 2 раза. Как лечить? Очень необычный способ есть. Если невралгия с левой стороны,
прикладываете руку к рту и вот так вот со звуком хо дышите. Потом вот так между двух косточек массажируете. Находите болезненное место на предплечье и тоже массажируете. Делайте так подолгу. Если с другой стороны, то же самое с другой стороны. Вообще в случае, если плечо очень сильно болит постоянно, то есть необходимость обратить внимание на зуб, потому что плечо очень часто является следствием воспаления десны. Сверху или снизу не имеет значения. Очень часто. Организм связан так. Из Крыма родным нужно уезжать? Нет, не нужно. Добрый вечер, в Измаиле можно остаться? Да. Живу в Николаеве, когда читаю коды от войны и слушаю шума от войны, начинаются бабахи. Живу при фронтовой зоне, быть добру. Не читайте. Читайте для себя, это опасно. Читайте для себя коды для везения, там, счастья, делайте чакровое дыхание. Дочка сейчас выехала из Одессы в Болгарию, 2 маленьких детей, старше 6 лет, стала упрямой, непослушной, все через не хочу и не буду, капризы, что делать? Хотите, чтобы она начала что-то делать, начинайте ее обнимать. Когда она ляжет спать, лягте рядом с ней, начните ее гладить и произносите: ты моя хорошая, ты мое солнышко, ты моя ласковая, ты моя маленькая, ты мое золотое счастье, ты мой цветочек, ты моя самая дорогая, ты моя самая любимая. Вы даже не представляете, 1-2 раза так сделайте, и ваш ребенок будет другой, он через 2 дня станет абсолютно другой, будет все хотеть, будет во всем помогать. Надежда крупная. Здравствуйте, живу в Украине, а гражданство белорусское. Там пенсия больше. Менять гражданство или подождать? Не менять. Андрей Андреевич, а что ждет Херсонская область, Каховка? Будут еще там военные действия активные, поэтому постарайтесь, если есть возможность, куда-то переехать, чуть-чуть подальше. Андрей Андреевич, разрешится ли квартирный вопрос в мою пользу? Думаю, да. Наталья Малинина. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ответьте, могу ли я побороть свои недуги? Пожалуйста, очень нужно. Да, но это будет очень долгий, очень-очень долгий путь и очень длительный, не быстрый. Быстро не произойдет, к сожалению. Андрей Андреевич, мой ли это человек Александр, Екатерина Казинец? Вы ему нравитесь, а он вам не очень. Если вы решите, то будет ваш. Если нет, то нет. Но это вашим, это сердце вам должно подсказать. Скорее всего, если захотите, жизнь будет счастливой. Он вас к вам хорошо относится и любит. Спасибо большое за ваше присутствие. Скажите, в Одессе можно оставаться? Да. Здравствуйте, ученица ступени. Пожалуйста, можно ли мне с семьей вернуться в Одессу? Это безопасно для нас. Пока не нужно. Если есть возможность, не живите в Одессе, в Каховке, не живите в Мелитополе. Вынуждены были с Николаева. Я переживу эту военную ситуацию психически и физически. Татьяна Абросимова, переживете. Здрасте, рада вас слышать и видеть. Безопасно ли оставаться в Очакове, Николаевской области? Будет ли оккупация города? Оккупации города не будет. Здравствуйте, получится, но выехать лучше, чтобы не стреляли. Ребенку 3 года, не разговаривает, но понимает, что ему говорят, посоветуйте, что необходимо предпринять. У меня есть препарат, называется окситоцин. Принимать его необходимо с препаратом Гепакс. Есть в Ютубе есть моя лекция, называется «Аутизм-Дуйко». Там я рассказываю о программах аутизм-фри, о том, почему у ребенка возникает аутизм. Это связано с аммиаком, который появляется. Аммиак связан с высокой кислотностью и неправильным циклом Кребса. И там я объясняю, вот, как можно ребенку помочь. Как устранять аммиак. Его можно устранять с помощью 2 аминокислот. И объясняю, почему он возникает. Ну и там рассказываю о применении препарата окситоцин, назального спрея. О нем можно почитать в Википедии. Но особенность его заключается в том, что нужен определенный окситоцин. Определенный окситоцин вырабатывает, вернее изготавливает моя компания. Сайт «Тибетская формула» или tibetan-formula.com. Наталья Дорошенко, спасибо за все, что делаете для человечества. Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, забеременею ли я в этом году? Спасибо и всего хорошего. В этом нет. Андрей Андреевич, уезжать ли из Новомосковска? Считаю, что нет. Из Днепропетровского и Новомосковска не нужно уезжать. Как эзотерически будет действовать на номящего кулон из выращенного из праха уменьшего бриллиант? Не будет никак действовать. Когда отстанут орки от Николаева? Отстанут в конце мая. Когда будет в городе война? Когда в городе будет вода? Уже через 8 дней где-то будет. Через 8-9 дней будет в Николаеве вода. В Днепре можно оставаться? Да. Приехали из Казахстана в Россию. Возвращаться ли обратно из России в Казахстан? Муж патриот России. Я после всего не хочу жить в России. Может нам вернуться в Казахстан? Вернуться в Казахстан, если у вас муж русский, лучше не стоит. Потому что в дальнейшем будет в Казахстане противороссийская вот такая политика. То есть будут, как бы это ни прискорбно звучало, будет преподноситься ненависть к русским и будет типичная такая антироссийская политика. Это все связано с тем, что русским только Россия, казахам только Казахстан, там, немцам только Германия и так далее. То есть сейчас произошло вот такое разделение, и там, на какой бы вы стороне не были, в случае, если вы русские, оставайтесь в России. Правда, да. Если у вас есть казахские корни, то тогда шанс еще есть. Будет ли у меня успешным бизнес перманентного макияжа? Да. Лечусь у целителя, поможет ли он мне? От вашего заболевания нет. В общем-то, да, успокоит как-то. Спасибо вам. Как уменьшить стресс? Я переживу этот ужас. Переживете, да. Как уменьшить стресс? Как уменьшить стресс? Уменьшить стресс, когда вам страшно, представляете, будто в том месте, где вы испытываете стресс, это всегда увеличение в объеме или наоборот сжатие в объеме центров определенных. То есть смотрите, боитесь, это сжимается. Есть такой метод, первый метод, называется золотинка. Если у вас стресс и вы переживаете страх, представьте в том месте, где вы ощущаете страх, в груди, в горле, в животе, фольгу от золотинки, которая сжата. И ее вот таким образом разравниваете. Второе. Бывает так, что гнев и переживания, а гнев и переживания это уже не золотинка, это уже шар. Шар надулся, и вы можете представить, будто такой надутый шар находится у вас в груди, в голове или в животе. Представляете, будто движениями вот такими или такими вы из этого шара, представляете, будто тело это аквариум, и большой шар воздуха, он поднимается и через рот с выдохом хо или через нижнюю часть вашего тела выходит. В этом году встречу свою половинку, спрашивает Светлана Калашьян. Скорее всего, кто-то будет у вас. Выйду ли я замуж в этом году? Нет. Или идти по карьере вверх? Идите, а что это связано как-то между собой? Наталья Доминтян. У дочки 8 месяцев головокружения, сдавали анализы, компьютерные, томографию, лечились, ничего не помогло. Подскажите, пожалуйста, очень трудно с этим жить. А сколько лет ребенку? Ей 8 месяцев? Ничего, чуть-чуть не понял. Ребенку сколько лет? Смотрите, есть народный способ остановить головокружение. Особенно если это дети. Берется одна часть створок фасоли и одна часть кукурузных рылиц. Смешивается в равной части, заливается кипятком. Одна столовая ложка такой смеси на 1 стакан воды. После настаивания необходимо выпивать. Итак, створки не фасоли, а створки арахиса. Створки арахиса, можно просто створки арахиса. Арахис земляной орех, когда его выкапывают, то само ядро достают, а сам вот эта кожура белая ореха, она остается. Вот необходимо взять кожуру этого белого ореха арахиса, его заваривать, 1 столовая ложка таких створок на 1 стакан кипятка и 1-2 раза в день выпивать. Это уберет головокружение, проверено. Очень хорошее средство при
протрузиях шейного отдела, при листозе, окклюзиях сосудов шейного отдела. Очень рады вас видеть, пишет Анна Вартанян. Спасибо, что делаете для людей. Появится в этом году у нас своя недвижимость. В этом еще нет, но в дальнейшем да. Как скоро, здравствуйте, как скоро выйдет моя дочь замуж? Скоро выйдет. Наверное, через год или даже через 1,5 года. Дочке 19 лет. Вот такие створки арахиса помогут. Рая Аратовская. Живем в Израиле, в Шосткосумской в Украине. Что там? Куда исчезло? Скажите, пожалуйста, в Кривом Роге безопасно оставаться? Да, можно не выезжать, безопасно. Светлана, болить спина, поясниця вже год. Ничего не помогает, в основном болит ночью, что делать? Смотрите, когда болит поясница уже год, если это копчик, то это печень. В случае, если болит на уровне поясницы, то это почки. И скорее всего, а почки болят обычно как раз в ночное время. Потому что человек отекает и почки болят. Самый простой способ это одеть железное колечко на палец левой руки и обмотать запястье левой и правой руки синими ниточками. А попить мочегонные препараты. Для того, чтобы убрать мочекаменное заболевание, необходимо принимать уксус. Каким образом принимать? Берется столовый уксус, 1 столовая ложка уксуса, 1 чайная ложка меда на 1 стакан теплой воды. Выпивает человек 1-2 раза в день. Это мягко убирает камни из почек. Есть такое растение ядовитое, каменец называется, или еще бедренец камнеломный, как-то так. Вот он камнеломный, потому что ломает камни в почках. Есть еще такой препарат, ну можно попить вот уксуса с медом. Препараты здесь не буду рассказывать, потому что пусть назначает врач. Алена Грибок. Не пострадает ли моя семья от войны? Стоит ли ехать за границу на работу? Получится ли реализоваться в блоге и кондитерском деле? В кондитерском получится. В блоге тоже, не так особо. Андрей Андреевич, пожалуйста, сыну 19 лет, ничем не интересуется, кроме сотового телефона. Как, чем заинтересовать? Пусть обучается, как продавать через сотовый телефон. Будет получаться. Есть такие курсы, называются «Работа в Google рекламе», там SEO и так далее. Пусть этим занимается, не переживайте, у него получится. Что-то будет связано, скорее всего, с автомобилями, что ли. Акбота, красавчик, будь ласка. ВК, здравствуйте, нашу семью разбросала по миру. В этом году мы соберемся, спасибо. Да. Звук есть, ура. Андрей Андреевич, живем в Донецке, уехать не могу из-за мобилизации, пишет Уголек. В наш дом ничего не прилетит? Нет, в ваш дом не прилетит. Тамара. Выйду ли я замуж, буду ли счастлива? Выйдите и счастливы будете. Юлия Мур. Юлия Мир. Здравствуйте. Стоит ли мне идти учиться в сферу таргета? Да. Получится развиваться? Да. Выйдет моя дочка замуж? Да. Андрей, спасибо большое, что вы есть. Скажите, мой сын и муж сможет вернуться на свою прежнюю работу? Да. Добрый вечер. Свой бизнес по производству воды и льда. Занимаюсь 4-й год. Постоянно что-то не пускает. Качество вырасти. То ковид, то война. Только начинает. Какой бизнес плохой? Этот бизнес вам подойдет. Потерпите. Скоро война закончится уже. До конца года подождите. Со следующего года войны не будет. И дальше продолжайте свой бизнес. Он правда у вас будет получаться. Правда. Хороший бизнес будет получаться. Сухой лед у вас там. И все будет хорошо. Да вот. Потерпите чуть-чуть. Здравствуйте. Встречалась 2 года с парнем, расстались пару недель назад. Будем ли мы вместе, он ли моя судьба, когда выйду замуж? Если не выйдете замуж, за этого не выйдете, но через год уже выйдете. Когда моя дочка выйдет замуж? С моей семьей все будет хорошо, скажите, да. Очень рада слышать. Встречу я в этом году свою половинку, да.
Подскажите, пропила изотон метикс пью бетулин соба может избавиться от гемангиом печени или надо что-то предпринимать? Скоро, когда компания откроется, я буду выпускать бетулиновую кислоту. Она очень эффективно убирает гемангиомы печени. Что народные способы говорят? Нужно найти в деревне тех людей, которые убивают курей, и из петушков и курочек, только молоденьких, подостают вам желчь. И эту желчь не сливая, завязывать, пока она теплая, и глотать, запивая водой. Там очень маленький желчный пузырь такой. Его связывать вот так узелком, глотать и запивать водой. Один раз, один день. Если это делать 10 дней подряд, гемангиомы в печени исчезают. Это, знаете, у меня есть знакомая, и у нее во время беременности на очень высоком сроке нашли гипофункцию щитовидной железы и аутоиммунный тиреоидит. И как только начала она принимать препараты, у нее жуткие антитела появились, и она начала терять сознание. И она говорит: Андрей Андреевич, чем помочь? Самый простой способ вылечить щитовидную железу – это пить горячее или парное молоко. 1 стакан 1 раз в день. В любое время. Вот 30 дней пьет человек, до этого может болеть щитовидная железа. Гипофункция, гиперфункция, аутоиммунный тиреоидит. 10 дней каждый день 1-2 раза парное молоко по 1 стакану. Через месяц, можно 30 дней, через месяц таких заболеваний нет. Проверено. Если вы где-либо, можно кобылье молоко, какое угодно. Хорошо помогает еще при артрите, тоже проверенный такой рецепт. У меня была женщина из Николаевской области, она говорит: я болею всю жизнь артритом, и там так замучилась, что мне делать? Я говорю: у вас корова есть? Да, я даю и так далее. Вот только надоела в стаканчик, сразу же выпивай. Через месяц встретились, говорит: все, был артрит и сник. Начала пить молоко, хоть я его и не люблю, артрит исчез. Папа отказался от операции, правильно сделал, неправильно сделал. Андрей Андреевич. Если свечи от аденомы предстательной железы. Есть препарат такой, он называется аденомид. Также есть свечи мускус и препарат мускус. Это все поможет вылечить аденому предстательной железы. Скажите, зеленое яблоко не портится месяц. Переделать обряд, вы сказали, иглы можно использовать повторно. Да, нужно выбросить яблоко, и яблоко должно испортиться. Это несколько раз нужно делать, пока не начнет яблоко портиться. Подскажите, общаться ли... Так, подскажите... Так, ну что, хороший получился у нас вебинар. Я так думаю, что нужно их проводить чаще. Таня Кругляк. Какие препараты для щитовидной? Т низкий, Т4 в норме, узел 2 см. Парное молоко поможет. Препарат D3 йод еще поможет. Скажите, какая разница между минорами 7-конечной и 9, когда их зажигать? Девятиконечную только на Новый год, а 7-конечную для благополучия в субботу и ставить на окно. Если такая минора горит, то у человека в 7 направлениях его жизни, то есть те, которые связаны с гармонией его жизни, будет все получаться. Считается, что Бог помогает человеку на протяжении 6 дней, а на 7-й человек в знак благодарности зажигает минору. Здравствуйте, подскажите, безопасно ли возвращаться в приграничные суммы с детками? Да. Татьяна Сягла. Андрей Андреевич, за вашу поддержку и защитные обереги. Они работают. Хочу вас спросить еще таких защитных оберегов. Я живу в Харькове и раздаю людям обереги. С вашей поддержкой в душе спокойно и нет паники. Читаю ваши защитные коды из НГЯ-71. Чувствую в себе силу и защищенность. Низкий вам поклон за вашу доброту и поддержку. Такое письмо написала женщина о том, как во время оккупации они там рядом находились с Ирпенем.
И в том селе, где она находится, все абсолютно дома разбомбили, во все абсолютно дома заходили, а у нее двое мальчиков, муж бывший военный, и она обклеились этими, весь дом обклеили этим оберегом от войны, и целый день сидели, читали коды от войны, читали коды для везения, проходили Сангая, ни разу никто к ним не вошел. И она говорит: я теперь по гроб жизни буду обязана, всю жизнь буду ваши коды читать. Андрей Андреевич, огромное спасибо. Светлана Гусейнова. Мне 45 лет и я беременна. Скажите, что мне делать, рожать или нет? Я очень боюсь. Обязательно рожать. Скажите, пожалуйста, будет ли у меня и у мужа продвижение на работе? Да. Татьяна Дударева, да, все будет. Есть еще сайт. Светлана Гусейнова. Мне 45 лет и я беременна. Скажите, что мне делать, рожать или нет? Я очень боюсь. Обязательно. Чуть-чуть вот так. Безопасно, Людмила, Одесса. Безопасно ли оставаться в районе Одессы 2 километра? Как помочь справиться с блефоритом демодекозным? Демодекоз есть мазь такая, она называется оверсект или оверсектиновая. И эта мазь, она продается в ветеринарной аптеке. Вот возьмите такую мазь и смазывайте данной мазью блефорит. Ура, Татьяна Крылова жива. Спасибо за прекрасную новость. Пожалуйста. Татьяна наша Крылова, наша жива. И она сегодня со мной разговаривала и говорит, что я очень рада, Андрей Андреевич, только благодаря школе, благодаря тому, что находила в этом поддержку. Говорит, прямо ждала этот звонок и аж плакала в телефон. Говорит, конец моей адвайки, конечно. Да. Виктория. Купила метасоник и в первую же ночь приснился сон, как будто меня кто-то засыпает заживо землей. Если человека во сне засыпают заживо, то обратную сторону сна нужно воспринимать как противоположное. То есть, если вас засыпают во сне, то наоборот, откопаетесь от мусора в этой жизни. И там я даже когда метасоники презентовал, говорил, что от метасоника первые сны могут быть плохими. Не стоит этого бояться, это исправляет вашу судьбу. Это говорит о том, что наоборот, воспрянете, о том, что наоборот, от чего-то избавитесь. Супер сон. Почему после плавания и принятия душа у моей дочери все время кружится голова и ей становится плохо? Когда человек купается под теплым душем или горячим, или вообще под душем теплым, то обычно кружится голова из-за того, что снижается давление. Душ от душа снижается давление. Итак, от холодного душа снижается, от горячего душа, сейчас скажу правильно, от холодного снижается, от горячего повышается. Все правильно. От горячего снижается. Поэтому она, когда... Нет, все-таки от холодного снижается, от горячего повышается. Поэтому она, наверное, и так астеническое телосложение имеет и все время с низким давлением еще принимает душ, оно у нее снижается. Поэтому перед душем небольшое количество аскорбиновой кислоты и кофе. Андрей Андреевич, как часто надо извиняться и просить прощения? Не нужно совершать такие поступки, за которые нужно просить прощения. Не совершайте их. Грош цена поступкам, за которые все время просят прощения. Потому что я не совершаю таких поступков, за которые нужно просить прощения. Поэтому мне и просить прощения не за что. Потому что таких поступков не совершаю. А там сколько раз просить прощения, о чем вы? Не совершайте поступков, живите просто обычно. Как получить доступ к марафону 6? Не смог вовремя оплатить, так как в это время выехал на заработки. В моей жизни было крайне много плохого. С помощью практик этого марафона я хочу трансформировать все негативное, которое было направлено в мою сторону, во благо. С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, перейдите на мой сайт, который называется duiko.guru, свяжитесь с операторами и пообщайтесь на эту тему. Я уверен, что они обязательно вам в этом помогут. Уважаемые ученики школы, после того, когда я записал ряд вебинаров и ряд своих вот таких выступлений в YouTube, огромное количество людей написало негативные комментарии и начали жаловаться на канал. Такая началась своего рода травля. Канал был под угрозой полного прекращения и так далее. Сейчас, в данный момент, от вас требуется поддержка, поэтому обязательно оставляйте свои комментарии, обязательно подписывайтесь на мой канал, тем самым вы поддержите и меня, и мою школу. Также хотел бы вам сказать, что поддерживая мою школу в виде того, что вы покупаете семинары, сангая, тренажеры и все остальное, вы поддерживаете еще и учеников школы, которым я помогаю, их достаточно большое количество. Поддерживайте вооруженные силы Украины, которым я тоже к радости помогаю, поддерживайте сотрудников, которых я содержу и так далее. Это сложное время для всех, поэтому в случае, если вы приобретаете что-либо, вы таким образом поддерживаете меня и поддерживаете эзотерическую школу Кайлас. Я не уехал из Украины, я считаю, что будучи в Украине, я смогу поддержать эту страну, могу сказать вам на 100%, Украина в этой войне победит, ничего не получится у той страны, которая напала, и это за счет того, что эзотерика управляет миром. До свидания, мои друзья. Я желаю вам всем здоровья, счастья. Берегите себя, поддерживайте близких, находите в себе возможность быть добрым и хорошим человеком. Не загоняйте себя. Время, которое у вас высвобождается, оно свободное. Его необходимо обязательно чему-либо посвящать. Посвящайте его своему телу, получению новой информации, обучению, новой какой-нибудь работе. То есть это может быть обучение, продвижение сайта, попробуйте сделать сами сайт, почитайте скоро будет победа и вам нужно будет чем-то заниматься. И сейчас как раз время, когда можно заниматься саморазвитием. Обучайтесь семинарам, целительству, потому что, как показала практика, это очень востребовано. Обучайтесь семинарам, которые связаны с кубиками, гаданием, которые есть в моей школе, потому что, как оказалось, это очень востребовано. Обучайтесь всевозможным, как продвигать себя или свой канал в YouTube, как зарабатывать деньги в интернете и так далее. Все это сейчас можно подключать, любые блоги монетизируются и так далее. Со всего, с сайтов, со всего зарабатывать деньги. Я желаю вам успехов, пусть у нас все получится, пусть все будут здоровы, пусть у каждого человека будет доброта, счастье, и пусть скоро в нашей стране вновь будет победа, счастье, наслаждение и радость. Пусть все люди, проживающие в нашей стране, и пусть все ученики школы Кайлас, проживающие в любых странах, будут живы. Об этом я молюсь каждое утро, и каждое утро начинаю со слов Пири Роя Рироя, Амана Раса, Наймус и Нак. То есть это слоги нашей школы, вы знаете для чего. До свидания.